Для волос я решила взять такой немножко кремовый цвет все-таки, потому что этот цвет мне показался такой грубоватый вот, для волос. Поэтому взяла такой более мягкий цвет и буду с него вязать волосы. Значит, я взяла еще, что не говорила в начале, то есть волосы будем вязать крючком потолще. Я взяла крючок 3,5. Пряжа та же, но крючок 3,5. Вот, набираем в кольцо 6 столбиков без накида и затягиваем колечко. Дальше будем вязать за задние полупетельки, за задние, не за обе, а только за задние. Весь круг, который будем сейчас вязать. Итак, делаем прибавки в каждый столбик. Вяжем только за задние полупетли. Делаем прибавки, 6 прибавок подряд. И в ряду у нас 12 столбиков. Далее берем маркер, чтобы не потерять ряды. Следующий ряд, 3 столбик и прибавка. Также вяжем за задние полупетли. Вяжем так до конца ряда. Так, в ряду у нас 18 столбиков. 4-й ряд. Вяжем 2 столбика и прибавка. Я провяжу так. Сначала 1 столбик, затем сделаю прибавку. И дальше буду вязать 2 столбика и прибавка. В конце, после последней прибавки, у меня остается 1 столбик, который я провязываю без изменений. Так, в ряду у нас 24 столбика. 5-й ряд. Вяжем 3 столбика и прибавка. За задние полупетли. 3 столбика и прибавка. Вяжем тогда до конца ряда. Получается в ряду 30 столбиков. Так, ну дальше теперь маркер убираем, он нам уже не понадобится. Дальше будем вязать пряди. Пряди вяжем сначала. 9 прядей, которые у нас будут выглядеть из 16 воздушных петель. Значит, первая прядь. Набираем 16 воздушных петель. 1, 2, 3. Набрали. Теперь, начиная со второй петли от крючка, мы вяжем обратно, делая соединительные столбики. Каждую петелечку вяжем соединительный столбик и возвращаемся обратно к нашему кругу. Так у нас получается 15 соединительных столбиков. Вот, вернулись. Теперь за заднюю стеночку петли делаем соединительный столбик. Сделали. И опять набираем 16 воздушных петель. Набрали. Теперь, начиная со второй петли от крючка, мы делаем соединительные столбики и возвращаемся обратно к нашему кругу. 15 соединительных столбиков. Довязали до конца. Следующий столбик делаем соединительный. И опять набираем 16 воздушных петель. И так мы будем повторять, пока у нас не наберется 9 прядей. В общем, делаем таких 9 прядей. Итак, провязали мы 9 таких прядей. Теперь делаем также соединительный столбик в следующий столбик за заднюю полупетлю. И теперь набираем 40 воздушных петель. Набрали. Делаем то же самое. Начиная со второй петли от крючка, мы делаем соединительные столбики, возвращаемся обратно сюда. Также делаем соединительный столбик в следующую петлю, за заднюю стеночку петли. Набираем 40 воздушных петель и так дальше. Все столбики мы провязываем прядями, которые у нас будут состоять из 40 воздушных петель. Вяжем так все столбики. И в итоге у нас должно получиться 22 пряди длинных. Итак, провязали первый ряд. Далее разворачиваем вязание в таком. Вот мы вязали вот так вот, да? Теперь мы поворачиваем и будем в обратном направлении провязывать все наши вот эти вот полупетли, которые видны. Вот эти вот.
Точно так же, набирая, сейчас сначала мы сделаем соединительный столбик в первую такую вот полупетельку. Соединили и развернули вязание. И будем вязать в таком положении. Будем вязать, чередуя, пропуская одну полупетлю, и в следующую будем набирать воздушные петли и вязать пряди. Так вязать по спирали. Одну петлю пропускаем соединительным столбиком. Вот, довязали. Делаем соединительный столбик. И в следующий делаем соединительный столбик. И здесь опять набираем 40 воздушных петель. И так вот будем вязать, пропуская одну полупетельку. Соединительный столбик в нее сделали, пропустили, и следующий соединились, и там набираем воздушные петли. Так мы будем вязать по спирали через столбик. Дойдя до серединки, мы провяжем в каждой уже здесь, в каждую полупетельку, здесь у нас их 6 должно быть серединки, и вот в 6 эти полупетельки мы провяжем пряди в каждую, не пропуская в последний круг. Все пряди у нас по 40 воздушных петель. Так, вот такой вот паричок должен получиться, когда вы закончите уже последний круг вязать в каждую полупетельку. Когда доделали последнюю прядь, просто надо взять и сделать соединительный столбик за ножку. Вот следующая прядь у нас вот тут вот есть, да? Когда мы так приложим, просто берем за ножку, да, за любую можно ножку, сделать соединительный столбик. Вот. И отрежем ниточку побольше, потому что мы будем пришивать этот паричок, эти волосы в голове. Вот, отрезаем побольше, вытягиваем ниточку и иголочкой просто выведем нашу ниточку под низ. Так вот затягиваем, и все. Чтобы у нас аккуратненько здесь все болталось, держалось, мы выведем ниточку, чтобы, вернее, не болталась у нас просто так, аккуратненько лежала, мы выведем. Расположим вот так вот, посмотрим, как нам, где аккуратно вывести, и туда выведем, чтобы оно ровненько расположилось. Просто выведем сюда ниточку, и все. А дальше уже будем потом прикладывать к голове, как нам надо, и пришивать. Вот. И все. Такая вот серединка. Дальше мы прикладываем к голове. Находим нашу челочку. Вот эту вот. Главное нам серединку тоже затянуть и отрезать лишний хвостик. Теперь находим нашу челочку, да? Ну, вообще находим весь первый ряд. Отгибаем его в сторону, первый весь ряд вместе с челкой. А все остальные волосы мы резиночкой соберем. Все остальные пряди, чтобы они нам не мешали, потому что пришивать мы будем за первый ряд. Первый ряд будет пришиваться. Главное не перепутать. Вот. Наш первый ряд нашли. Вот. А вот эти все волосы, все пряди берем резиночку, просто их собираем, чтобы они нам не мешали. Так вот пучок. Еще разок, чтобы они не повылазили. Вот, а вот этот вот первый ряд находим челочку и прикладываем к голове. Так, это тоже, наверное, со второго ряда уже. Скорее всего. Да, это уже со второго ряда.
Вот. И прикладываем к голове челочку. Ну, соответственно, ниточку мы выведем к краю, который будем пришивать. И прикладываем. Располагаем так, чтобы у нас челочка была посередине. Ровненько вот так вот пряди ложим на голову и фиксируем иголочками, чтобы здесь вот пряди лежали друг к дружке. Вот. Заранее хочу сказать, возьмите обязательно моток новый, потому что может не хватить, если начатый будет моток для волос. Вот. Лучше возьмите новый. И еще хочу показать, если вы будете вязать крючком 2,5, у вас получится вот такой вот паричок, такой вот лысоватый немножко, его будет не хватать, потому что пряди тоненькие, и, соответственно, все остальное круг получается маленьким, и мало волос получается. Если именно брать тем же крючком, каким мы вязали игрушку. Вот. А вот крючок этот вот нам как раз таки и тут достаточно получается волос, не сильно жидко и не сильно густо. Итак, значит, располагаем все волосы, как и здесь, точно так же пряди укладываем равномерно сзади и фиксируем иголочками. Не забудьте вывести ниточку обязательно сюда где-то в начало. И здесь ее зафиксируйте, просто чтобы она не стягивалась, когда будем пришивать. Вот здесь где-нибудь в начале зафиксируйте. В начале круга. Вот, в принципе, и все, начинаем фиксировать паричок на голове. Ну вот смотрите, как-то так. Мы берем здесь ровненько прядики к прядикам раскладываем. И здесь точно так же. Ну, я предлагаю, советую начать с серединки. И уже от серединки в разные стороны прикладывайте друг к другу, чтобы ровненько все легло. Если начнете отсюда как бы располагать, может сдвинуться немножко. А так положите ровно, чтобы пряди здесь как бы были, да, крайне ровненько, аккуратненько приложите, а потом уже начинаете их фиксировать. Теперь просто мы берем ниточку и аккуратно просто каждую прядь пришиваем. Именно в таком положении найдите примерно, разместите, докуда вы решите пришивать. Можете пришить до сюда, там, например, на уровне глаз. Вот. Это я просто так зафиксировала. Вот. Где у вас волосы будут отходить от головы, а дальше все будет пришито. Пришиваться будет только низ. Все остальное просто ляжет сверху. После того, как пришили, мы можем вот эти вот пряди уложить, как нам удобно. Сделать челочку, так вот убираем. Да, вот так вот волосики. Там можно пришить немножко ниже, но я думаю, смысла нет, не стоит. В общем, вот такая вот челочка. Здесь по кругу мы пришили здесь. Ну, как бы каждую прядь пришили. Теперь убираем резиночку и смотрим, что у нас получается. Вот эти вот волосы вот так вот мы раскидываем, раскладываем, как нам удобно. И потом с ними можно дальше как бы работать. Либо делать хвостики, 2 хвостика и так далее. В общем, с волосами у нас все. Все. Откладываем куколку пока в сторону. Дальше будем вязать платье. Итак, взяли мы пряжу цветом платья, который выбрали для себя. Крючок я взяла тот же, которым вязала куклу саму. 2,5 у меня. И набираем 27 воздушных петель. Далее делаем накид и будем вязать столбики с накидом. Начиная с третьей петли от крючка мы вяжем столбики с накидом в каждую воздушную петелечку до конца цепочки. Провязали. Далее делаем 2 воздушные петли, разворачиваем вязание и будем делать 4 полустолбика с накидом и прибавка. Повторим это 5 раз. Делаем накид, захватываем рабочую нить, вытягиваем и все петельки провязываем сразу. Накид,
Я что-то забыла даже считать. Раз, два, три, четыре. И прибавка. Раз полустолбик с накидом. И второй. Опять делаем накид. Хватаем рабочую нить, все петли проворачиваем, пропускаем. Раз, два, три, четыре. И делаем прибавку. Итак, у нас должно быть 5 повторений. Провязали второй ряд. Далее третий ряд. Делаем 2 воздушные петли. Разворачиваем вязание и будем вязать за заднюю полупетельку 5 полустолбиков с накидом и прибавка за заднюю полупетельку. 5 полустолбиков с накидом и прибавка. Так вот, за заднюю полупетельку вяжем так до конца ряда. Должно быть 5 повторений. Далее четвертый. Так, немножечко у нас там в начале неправильно было начато платьишко. Я прошу прощения, если вы сильно далеко еще не ушли, лучше распутайте и провяжите начало ряда именно так. Значит, когда мы сделали цепочку, мы должны провязать не в долечке, да, петли. Когда делаем накид, мы разворачиваем нашу цепочку так и находим вот эти вот ребрышки. Видите, да, вот эти ребрышки. И вот за вот эти ребрышки мы будем вязать столбики с накидом. То есть беремся за ребрышки вот эти и вяжем столбики с накидом в каждую ребрышку. Это ребро петли. Я не знаю даже, как его назвать. Ну, я назову это ребро петли. В каждое ребро петли, которое вот это вот торчит так сзади, мы провяжем столбики с накидом. То есть наша цепочка останется как цепочка. 2 дольки нашей петли, цепочки будут свободные. И когда мы будем вязать воротничок за одну долечку, вторая долечка будет свободная. За счет этого у нас просто выглядеть будет воротничок более опрятно, и он ляжет. А если мы провяжем, так как я там вначале провязала, мне придется там вязать за уже провязанные, вводить крючок и за провязанные уже петельки в них вводить наш воротничок и провязывать. И за счет этого он просто будет иметь не ту форму, которая нам нужна. Поэтому я вам советую, если вдруг вы далеко не провязали платьишко, распустите его и первый ряд по цепочке провяжите именно за, вот она цепочка, еще раз показываю, да, цепочка, разворачивайте ее назад и видите наши ребрышки вот эти, да, ребрышки. И вот в каждую ребрышко провязываете изнаночной стороны наши ребрышки. Вот в них провязывайте, чтобы не трогать цепочку. Четвертый ряд. 2 воздушные петли. Подъема, разворачиваем вязание. Также делаем накид и вяжем 6 полустолбиков с накидом и прибавка. Все время вяжем за задние полупетельки. И так у нас должно получиться 5 повторений. 6 полустолбиков с накидом и прибавка. 2 воздушные петли подъема. Разворачиваем вязание. 5 ряд. Также делаем, вяжем за задние полупетельки 7 полустолбиков с накидом и прибавка. Повторим 5 раз. Далее 6 ряд. Делаем 2 воздушные петли, разворачиваем. Теперь мы вяжем полустолбик с накидом и прибавка 3 раза. Также за заднюю полупетельку и прибавка. 1 полустолбик с накидом и прибавка. Это второй раз. 1 полустолбик.
следующую прибавка. Дальше вяжем 4 воздушные петли. Раз, два, три, 4. Пропускаем 10 петель. Пропускаем 10 петель и в 11 вяжем 2 полустолбика. Начиная с 11, вернее, вяжем 2 полустолбика и прибавка. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Так, сейчас, секундочку. Одиннадцать. Вводим крючок. Так, вводим крючок, сразу полустолбик будем провязывать здесь. Значит, накид. Делаем полустолбик. Раз. Следующий полустолбик. 2. Делаем прибавку. Надо нам так повторить 4 раза. Это 1. Дальше. Раз. 2. И прибавка. Это 2. Дальше. 2. И прибавка. Это 3. Раз. 2. И прибавка. Это 4. Далее делаем 4 воздушные петли. Делаем накид, отсчитываем 10 петель и в 11 провязываем полустолбик с накидом. И до конца провяжем, чередуя полустолбик и прибавка до конца. Полустолбик, следующую прибавка. Вот так у нас должно получиться 3 раза. И в последнюю провязываем полустолбик. Так, это мы сделали 6-й ряд. 7-й ряд. Делаем 2 воздушные петли. Разворачиваем. Теперь мы вяжем 3 полустолбика с накидом и прибавка. Повторяем 10 раз. Опять же вяжем за задние полупетли. 3 полустолбика и прибавка. Повторим 10 раз. И последние 3 петельки провязываем полустолбиками с накидом до конца ряда. Далее 9-й ряд. Далее у нас 8-й ряд, вернее. Далее для начала мы берем и присоединяемся соединительным столбиком за первый столбик. И будем дальше вязать прибавки из столбика с накидом по кругу. Делаем 2 воздушные петли подъема, даже 3 воздушные петли подъема, это будет первый столбик. В это же, где мы присоединились, добавляем столбик с накидом. Итак, в каждый теперь столбик, в каждую верхушку столбика мы провязываем прибавки из столбиков с накидом по кругу. До конца ряда вяжем прибавки из столбиков с накидом. Так, провязали до конца, делаем соединительный столбик за воздушную третью воздушную петлю, соединились. Теперь мы будем вязать столбики, полустолбики с накидом за заднюю. Так, делаем 2 воздушные петли. И за заднюю полупетельку мы провяжем полустолбики с накидом до конца ряда. Вот так, за заднюю полупетельку. Вяжем до конца.
Последнюю полупетельку я провязываю туда, откуда вывязывала 2 воздушные петли. И делаю соединительный столбик с первым столбиком. Не воздушными петлями, а первым столбиком. Соединили. 11 ряд. Вернее, 10 ряд. Что-то я ряды стала забывать какие. Так, значит, был 9. Теперь 10 ряд. Делаем воздушную петлю подъема и вяжем столбиками без накида, столбики без накида до конца ряда. Первый столбик будет оттуда, откуда вышла воздушная петля. Это будет первый столбик. Вот, и так вяжем за обе петли, беремся за обе стеночки и вяжем столбики без накида до конца ряда. Так, делаем соединительный столбик с воздушной петлей. Она у нас как раз идет так поперек. Главное не перепутать. Получается, вот эту вот петлю пропускаем, и поперек которой это воздушная петля. Делаем соединительный. 11 ряд. Вяжем так. Краешек будем обвязывать. Значит, выглядеть он будет у нас так. 3 воздушные петли. Одну петлю пропускаем и в следующую делаем соединительный столбик. Обработаем вот таким вот образом наш край. 1, 2, 3 воздушные петли. Одну пропустили, в следующую сделали соединительный. Опять 1, 2, 3. Одну пропустили, в следующую сделали соединительный. И так вяжем до конца ряда наш край. Ну и заканчиваем ряд, делаем 3 воздушные петли и соединительный столбик в первую воздушную петлю. Нить отрежем и спрячем. Так, итак, теперь берем пряжу потемнее. У меня она не особо отличается, но все равно отличается, у меня другой нет. Пришлось взять такую, она тонкая немного, и в 2 сложения я ее взяла. Теперь мы будем делать обвязку по полустолбикам вот этим вот, которые у нас тут видны. Да, вот эти вот последние полустолбики. За них будем делать обвязку. Берем платьишко вот так вот к себе лицом. Присоединяемся. Именно начинаем сзади. Присоединяемся. Так вот присоединились и делаем воздушную петлю. И начинаем делать обвязку столбиками без накида. Вот я в эту же петелечку провязала. Это у меня будет первый столбик. Итак, вяжем по кругу за полупетельки, столбики без накида, пряча при этом хвостик наш. Так, довязали до конца, соединительный столбик с первым столбиком. Затем делаем 3 воздушные петли, разворачиваем и будем вязать оборочку такую. Пропускаем одну петлю, следующую делаем соединительный, как делали мы здесь с краю. Точно так же, только будем вязать в обратном направлении. Значит, 1, 2, 3 воздушные петли, одну петлю пропустили, в следующую сделали соединительный. Одну петлю пропустили, сделали соединительный. Так до конца ряда. Ну и последнее. Делаем 3 воздушные петли и делаем соединительный столбик с воздушной петлей первой. Все, отрезаем ниточку и спрячем ее. Так, вот такая вот оборочка, вот такая вот окантовка получилась здесь. Дальше берем зеленую пряжу. Опять же, так как у меня нет зеленой пряжи этой толщины, я беру 2 сложения тонкую нить. Теперь будем вязать воротник.
Присоединяемся, значит, к горловине. Находим воздушные петли и хватаемся за задние, то есть за те, с которых у нас и вязалось. Итак, беремся за петельки, в которых мы провязывали. Делаем соединительную петельку и начиная с этой петли вяжем столбики без накида, вводя при этом в тот столбик следующий, откуда у нас провязывался следующий столбик, в эту петелечку воздушную вводим крючок. И так вяжем столбики без накида до конца ряда. Довязали. Теперь делаем 3 воздушные петли подъема, разворачиваем, точно так же обвязываем, как обвязывали предыдущие наши обвязки. Значит, 3 воздушные петли подъема, пропускаем один столбик, в следующий делаем соединительный. И так вяжем до конца ряда. Делаем соединительный столбик и отрезаем нить, чтобы спрятать. Итак, единственный нюанс, который я там вам показала, когда делала воздушные петли в платьишке, я там неправильно здесь начала вообще вязать изначально, поэтому у меня вот воротничок стоит, а он должен у меня вот так вот лежать, вот так вот в таком положении должен находиться. Я там вам вначале показывала, как правильно начинать вязать платьишко, как обвязывать воздушные петли в начале ряда. Первый ряд. Итак, дальше берем платьишко, поворачиваем к себе лицом вот так. Берем пряжу этого же цвета, которым вязали платье. И присоединяемся опять за полупетли наши. Вот эти вот следующие полупетельки, которые у нас остались. Вот, привязываемся к ним, присоединяемся, вернее. И набираем 3 воздушные петли. Эту ниточку будем прятать по ходу вязания. В эту же петелечку провяжем столбик с накидом. Итак, будем вязать до конца ряда. Значит, столбик с накидом и прибавка из столбика с накидом. Будем так чередовать. Здесь будем считать, что у нас уже 2 столбика. Да? Значит, следующий у нас будет одинарный столбик в полупетелечку и прячем по ходу наш хвостик, по ходу вязания. Так, в следующую делаем прибавку. Следующую полупетельку одинарный. И так до конца, чередуя одинарный с прибавкой. Так, провязали нить, закрепляем, отрезаем и тоже прячем. Вот. Ну и осталось только пришить нам пуговичку и сделать застежку воздушными петлями. Берем пряжу темного цвета, темно-синего, да, которую мы вязали там окантовки, оборочки на платье. Берем эту же пряжу и в кольцо набираем 6 столбиков без накида. Будем вязать туфельки. Стягиваем колечко и в каждый столбик делаем прибавки.
Дальше берем маркер, чтобы не потерять ряд. И третьим ряду вяжем столбик и прибавка. Повторяем 6 раз до конца ряда. Следующий 4-й ряд. Вяжем 2 столбика и прибавка. Я начну сначала, провяжу 1 столбик, сделаю прибавку. И дальше буду вязать 2 столбика и прибавка. 2 и прибавка. После последней прибавки у меня остается 1 столбик, который провязываю. 3-й ряд. 3 столбика и прибавка. Вяжем так до конца ряда. И в ряду у нас 30 столбиков. Закончили вязать. Сейчас будем добавлять другой цвет, поэтому я заканчиваю не до конца. Провязываю. Отрезаем ниточку. Берем цвет платья, которым вязали мы. И этим цветом я буду заканчивать последний столбик, последнюю прибавку. Ввязываем так новый цвет. Дальше у нас 6-й ряд, в котором мы вяжем 30 столбиков за заднюю полупетельку. Вяжем так до конца ряда без изменений за заднюю полупетельку новым цветом. Далее 7-й, 8-й и 9-й ряд мы будем вязать без изменений за обе стеночки 30 столбиков. Так, параллельно буду прятать эту ниточку. Эту ниточку надо будет потом спрятать, сделать узелочек и спрятать где-нибудь аккуратненько, чтобы не было видно. И вот эту ниточку, в начале которой у нас круг, тоже ее спрятать аккуратно. Так, это ботиночек, там внутри тоже не должно быть ниточек. Все красиво, аккуратно спрятать. Вяжем 7-й, 8-й и 9-й ряд без изменений. Далее 10-й ряд вяжем так. 11 столбиков. И делаем 4 убавки подряд. За передние полупетельки. 2, 3 и 4. Ой. И оставшиеся 11 столбиков довязываем до конца ряда без изменений. Теперь 11 ряд у нас будет обвязан рачьим шагом. Так мы заканчиваем вязать ботиночек. Значит, делаем воздушную петлю и в этот же столбик, только не воздушную петлю, а в столбик, возвращаемся обратно и провязываем. Вкалываем в следующий столбик, идем назад. Захватываем рабочую нить и провязываем. То есть вяжем так же, как и вперед, только в обратном направлении. Если кто знает другой способ рачьего шага, используйте такой. Вяжем так до конца ряда. Заканчиваем ряд, делаем соединительный столбик. И отрезаем ниточку, чтобы спрятать. Прячем ниточку. Спрятали ниточку. Теперь берем ботиночек к себе этим подошвой лицом. Эту же ниточку, которой вязали подошву. И будем вязать столбики без накида.
Так просто мы обвяжем, тоже, чтобы у нас подошва была немножко видна. Значит, цепляемся за полустолбики, которые у нас остались. Я делаю в эту же петелечку столбик. Ниточку натягиваем и прячем по ходу вязания хвостик. И вяжем просто столбиками без накида по кругу. Так. Итак, теперь вяжем бантик. В кольцо будем провязывать. Значит, фиксируем кольцо. В кольцо вот так вот зафиксировались и провязываем. Значит, 3 воздушных петли. Дальше делаем 2 столбика с накидом. Раз, два. Далее делаем опять 3 воздушные петли и соединяемся соединительным столбиком за кольцо. И опять 3 воздушные петли, 2 столбика с накидом, 3 воздушные петли и соединяемся соединительным столбиком. Вот такой вот бантик у нас получится. Бантик для туфельки. Отрезаем ниточку, только чтобы нам хватило пришить этот бантик. Затягиваем кольцо. Здесь его, эту ниточку зафиксируем, чтобы наше колечко не разошлось. Зафиксируем. Затем вот эту ниточку раза 3 вот так обтянем, обведем вокруг. И точно так же здесь ее зафиксируем и пришьем этой ниткой к туфельке сбоку вот так вот. И туфелька наша будет готова. Так, теперь будем вязать шапочку. Шапочку будем вязать тем же цветом, которым мы вязали платье, той же пряжей. В кольцо набираем 12 столбиков с накидом. Делаем воздушную петлю одну, делаем накид. Это у нас будет первый столбик, второй, третий и так далее. Провязываем 12 столбиков с накидом в кольцо. Провязали, стянули колечко. Делаем соединительный столбик с первым столбиком. Далее второй ряд. Вяжем 2 воздушные петли и провязываем сюда же столбик с накидом. Далее так, и в эту же петельку провязываем еще один столбик с накидом. Получается у нас 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли мы не считаем. Далее делаем следующий столбик, у нас будет рифленый лицевой. То есть мы берем, делаем накид, с накидом должен быть у нас рифленый столбик, и захватываем ножку нашего столбика следующего и, протягивая рабочую нить, провязываем наш столбик с накидом. Следующий столбик, только внимательно смотрите, мы провяжем прибавку из столбиков с накидом. Следующий столбик у нас будет рифленый с накидом, так что делаем накид и берем, обхватываем ножку столбика спереди, захватываем рабочую нить, вытягиваем и провязываем накид и все остальные петельки. В следующий столбик делаем прибавку из столбиков с накидом. Следующий столбик опять у нас рифленый, поэтому захватываем рабочую нить сквозь ножку столбика и провязываем столбик с накидом. Далее делаем прибавку. Следующий столбик. И так мы провязываем до конца ряда. Провязали, делаем соединительный столбик с первым столбиком.
Далее мы будем вязать так. У нас получится, что над столбиками рифлеными будут рифленые столбики. Поэтому всегда там, где рифленые столбики, не забывайте провязывать рифленые столбики. Третий ряд. Вяжем 2 воздушные петли. Провязываем. Столбик над столбиком и прибавку. Следующий столбик. Обычный, да? Дальше у нас идет рифленый столбик, поэтому в рифленый столбик мы вяжем опять же точно так же. За ножку столбика пропускаем сквозь нее рабочую нить и провязываем. Дальше. Следующий столбик у нас столбик с накидом. В следующий столбик мы делаем прибавку из столбиков с накидом. Дальше у нас идет рифленый столбик. Берем рабочую нить, сквозь ножку столбика пропускаем. Крючок, захватываем рабочую нить и провязываем столбик с накидом. Дальше опять у нас столбик с накидом и прибавка из столбиков с накидом. И рифленый столбик. Столбик с накидом, прибавка столбиков с накидом и рифленый. Вот так вяжем до конца ряда. Провязали и соединились с первым столбиком. Далее 4-й ряд. 2 воздушные петли. Вяжем 2 столбика, провяжем над столбиками. 1, 2 столбики с накидом. В 3-й сделаем прибавку. А рифленый столбик у нас остается рифленым. И опять 1, 2 и в 3-ю прибавка. Рифленый столбик. Дальше опять 1, 2 столбика с накидом. В 3-ю прибавка. И рифленый столбик. Так довязываем до конца. Провязали до конца, сделали соединительный столбик. И так мы будем вязать до, значит, 10-го ряда, в котором у нас будет между нашими рифлеными такой выглядеть ряд, между рифлеными столбиками будет 7 столбиков и прибавка, а затем рифленый. Провязали рифленый столбик, провязали 7 столбиков, сделали прибавку и рифленый столбик. Вот дойдем до этого 10-го ряда с прибавками. То есть сейчас у нас 1, 2, 3 столбика и прибавка, затем рифленый столбик. То есть рифленые столбики у нас в счет не идут, они нам создают рисунок. А прибавки мы делаем и увеличиваем наш круг именно в виде шапочки за счет столбиков, которые находятся между рифлеными столбиками. Поэтому в данный момент у нас ряд такой, в котором 1, 2, 3 столбика, прибавка, затем рифленый столбик. Опять 1, 2, 3 столбика, прибавка и рифленый столбик. Далее будет 4 столбика, 5 и так далее. Дойдем до ряда 10-го, в котором 7 столбиков и прибавка, затем рифленый столбик. Рифленые столбики не считайте. Так, я прошу прощения за неправильный мой счет. Это у нас 9-й ряд, где 7 столбиков и прибавка между рифлеными. В 10-й ряд делаем соединительный столбик и вяжем 10-й ряд, в котором у нас будет 8 столбиков и прибавка. Делаем 2 воздушные петли. И смотрите, я чередую. Один ряд я делаю в начале прибавку, другой ряд я делаю в конце прибавку. То есть, чтобы прибавки над прибавками не были,
Вот. И я их чередую. Сначала в конце, в следующий ряд в начале. И так вот идем, чередуя прибавки. Вот. Значит, здесь у меня было в последний ряд, 9 у меня были прибавки в конце. Я делаю теперь здесь в начале. Прибавка. И 8 столбиков с накидом. Восемь столбиков с накидом. И следующий столбик у меня рифленый, который мы не считаем. Это у нас такой узор. Узорный столбик. Далее опять делаю прибавку. И опять 8 столбиков. Затем рифленый столбик. И так по кругу вяжем 10 ряд. Так, закончили ряд и делаем соединительный столбик с первым столбиком. Далее 11 ряд у нас будет выглядеть так. Делаем воздушную петлю. В первый столбик мы провяжем столбик без накида. В следующий столбик мы делаем прибавку из полустолбиков, делаем накид. И вяжем полустолбик. Все петельки на крючке 1, делаем накид. Захватили рабочую нить, все петельки на крючке 2. Провязали. В следующий ряд, в следующий столбик мы провяжем полустолбик с накидом и в эту же петелечку столбик с накидом. Далее мы сделаем прибавку в следующий столбик из столбиков с накидом 1, 2. В следующий столбик, в следующие 2 столбика мы провяжем по 3 столбика с 2 накидами. Делали 2 накида и вяжем 2 петельки на крючке 1, 2 петельки на крючке 2, 2 петельки на крючке 3. Опять 2 накида и сюда же 1, 2, 3. 2 накида и еще третий столбик с 2 накидами. И в следующий столбик делаем то же самое. 3 столбика с 2 накидами в одну петельку. Раз, 2, 3. В следующий столбик мы провяжем 2 столбика с накидом, то есть прибавку из 2 столбиков с накидом. 1 и 2. То есть мы вяжем в обратном направлении от центра, вот как здесь провязано в обратном направлении, так и сюда вяжем то же самое, чтобы было одинаково. То есть провязали 2 столбика с накидом в одну петлю. Дальше мы вяжем в следующий столбик столбик с накидом и полустолбик с накидом в эту же петлю. Далее мы сделаем прибавку из полустолбиков с накидом. 1, 2. Затем вяжем столбик без накида. И под рельефный столбик мы провяжем, захватывая ножку столбика, мы провяжем столбик без накида. И продолжаем. Также повторяем столбик без накида, прибавка из полустолбиков с накидом, затем в одну петелечку полустолбик с накидом и столбик с накидом, затем прибавка из столбиков с накидом, затем мы провяжем столбики с 2 накидами в 2 петли по 3 столбика в каждую из них. 1, 2, 3. Мы провязали в одну петелечку 3 столбика с 2 накидами, и в следующую петелечку мы провязываем 1, 2, 3. Дальше мы вяжем столбик с накидом, 2 столбика с накидом в одну петелечку, в один столбик. Дальше мы делаем столбик с накидом в следующий столбик и полустолбик с накидом в одну петлю сделали. Далее мы в одну петлю провяжем прибавку из полустолбиков с накидом. В следующий столбик мы вяжем столбик без накида
и столбик без накида мы провяжем в рифленый столбик. И так мы повторяем все по кругу до конца ряда. Закончили ряд, делаем соединительный столбик в первый столбик. Далее 12 ряд вяжем так. Делаем воздушную петлю подъема, вяжем 2 столбика без накида, 1, 2. Дальше вяжем 14 полустолбиков с накидом. Накид, захватываем крючок и все петельки на крючке. Захватываем рабочую нить, вернее, все петельки на крючке. Итак, вяжем 14 полустолбиков. Провязали. Теперь вяжем, провязали 14 полустолбиков с накидом. Дальше вяжем, так, без накида, значит, дальше вяжем 2 столбика без накида, 1, 2. И затем мы сделаем один столбик из 3 столбиков, то есть соединим 3 столбика вместе. 1, 2 и столбик, который у нас рельефный, его тоже захватываем обычным столбиком и все петелечки на крючке провязываем одним разом. Дальше опять вяжем 2 столбика без накида, 14 полустолбиков с накидом, провязали 14 полустолбиков с накидом. Дальше вяжем 2 столбика без накида и дальше 3 столбика, 1, 2 из столбика рельефный, 3, провязываем их все вместе. И так повторяем до конца ряда по кругу. Закончили ряд и сделали соединительный столбик с воздушной петлей. Ниточку отрезаем и прячем. Это у нас такая вот шапочка-колокольчик. Вот. Такая вот шапочка. Теперь мы для этой шапочки свяжем чашелистик. Так, теперь вяжем чашелистик. Берем зеленый цвет. Опять повторюсь, желательно, чтобы пряжа была вся, которую вы вяжете, одну игрушку, чтобы она была вся либо одной фирмы, одинакового размера, толщины, либо пусть она будет разной фирмы, но чтобы размер и толщина были одинаковые, желательно, чтобы все получалось у нас красиво. Но у меня, к сожалению, зеленого цвета нет такой толщины пряжи, которую я вязала. Шапочку беру я такую вот в 2 сложения, она у меня получается поплотнее, вяжется все из этой пряжи. Но, к сожалению, другого у меня нет. Теперь мы будем вязать чашелистик. В кольцо мы провяжем 6 столбиков без накида. Стягиваем колечко и провязываем 6 прибавок подряд. Вяжем по кругу 6 прибавок подряд. Итак, провязали 6 прибавок подряд столбиками без накида. Далее с 3 по 10 ряд мы провяжем эти 12 столбиков, которые у нас получились, без изменения. С 3 по 10 ряд. Так, далее у нас 4 ряд. Делаем 2 воздушные петли подъема и провяжем еще отсюда, откуда выходят воздушные петли, 2 столбика с накидом. Так как 2 воздушные петли мы не считаем. Итак, по кругу до конца ряда мы провяжем прибавки из столбиков с накидом в каждый столбик. Делаем прибавки. У нас в ряду должно получиться 24 столбика. Провязали, делаем соединительный столбик с первым столбиком. Следующий ряд, 5, мы вяжем уже чередуя столбик и прибавку. Провязываем 2 воздушные петли,
в этот же столбик мы провяжем один столбик. Дальше мы сделаем прибавку в следующий столбик из столбиков с накидом. Далее опять один столбик, следующий прибавка из столбиков с накидом. Так, вяжем до конца ряда. Столбик с накидом, прибавка из столбиков с накидом. В ряду у нас должно получиться в пятом 36 столбиков с накидом. Провязали, сделали соединительный столбик с первым столбиком. Далее шестой ряд. Вяжем 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. И начиная со второй петли от крючка мы вяжем столбик без накида, один полустолбик с накидом, значит 2 столбика с накидом, вернее, ну да, 2 столбика с накидом. 1 и в следующую 2. Дальше вяжем 4 столбика с 2 накидами. Раз. Два. 3 и 4. Делаем соединительную петлю в следующий столбик и повторяем то же самое. Набираем. Так. Вернее, мы неправильно сделали. Значит, провязав 4 столбик с 2 накидами, мы пропускаем 3 петли и в 4 делаем соединительный столбик. 1, 2, 3, в 4 делаем соединительный столбик. Вот так вот. И уже начиная с этого мы в следующий столбик, вернее, мы сделаем соединительный столбик. И здесь уже наберем 9 воздушных петель. Опять повторяем, значит, пропуская одну петлю от крючка, в следующую петелечку мы провяжем столбик без накида. Затем мы провяжем один полустолбик с накидом. Далее вяжем 2 столбика с накидом. 1, 2. Затем мы вяжем 4 столбика с 2 накидами. 1, 2. 3, 4. Пропускаем 3 петельки. 1, 2, 3, 3 столбика. В 4 делаем соединительный столбик. И в следующий делаем соединительный столбик. И потом опять набираем 9 воздушных петель. Вот. И так мы продолжаем до конца ряда. Закончили вязать чаши листик, отрезаем ниточку, делаем соединительный столбик и отрезаем ниточку, соединительную петельку, вернее, отрезаем и будем пришивать этот чашелистик к шапочке, чтобы он вот так вот, так как это у нас шапочка колокольчик,
Вот так как и еще у меня пряжа, я говорила, да, что она у меня немного другая, она более плотная. У меня вот эти вот скручиваются чашелистики. Если б была бы пряжа именно вот такая, как шапочка, то они у меня лежали бы ровненько. Поэтому мне придется их тоже пришивать. А у вас они, если лежат вот так вот, то их не обязательно пришивать. Пусть они так вот лежат. Пришейте просто по кругу. Вот. Пришиваем чашелистик к шапочке. Отрежьте нить подлиннее для пришивания. Я отрезала, чтобы ее спрятать, потому что пришивать я буду одной нитью, не 2 сложения, а одной. Поэтому я отрезала. Если у вас ниточка именно та, которая нужна, пряжа, то отрежьте подлиннее хвостик, чтобы ею пришить. Итак, пришили чашелистик. Теперь обвяжем край шапочки. Берем ниточку темного цвета, темно-синий, которым у нас использовалась для обвязки платья. Подошвы туфелек мы вязали темным цветом. Берем эту ниточку и обвязывать будем края. Обвязываем столбиками без накида. Присоединяемся. Так, я не буду делать узелочек, чтобы он у меня не выпирал. Так, просто присоединюсь. И в этот же столбик провяжу столбик без накида. Вот, чтобы потом соединиться. Хвостик прячем в момент вязания. Вяжем столбики без накида по кругу. Но, дойдя до серединки, мы сделаем убавку. Так, я здесь провязала неправильно, 2 в одну связала. Вот. Дошли до серединки. И теперь последний столбик этого лепесточка будем считать, да, что это как будто лепесточки у нас колокольчика. Значит, последний столбик этого лепесточка и первый столбик следующего лепесточка мы сделаем убавку. Захватили, только убавку будем делать за обе петельки. За обе петельки. И провязали 3 петли на крючке. И дальше до следующей серединки. Дошли до следующей серединки. Последний столбик и первый столбик следующего лепестка делаем убавку. Убавки знаете, да, как делаются? За обе петельки захватили рабочую нить, следующий столбик захватили рабочую нить и 3 петли на крючке провязываем вместе. И продолжаем так до конца ряда обвязывать край. Довязываем до конца и делаем соединительный столбик с первым столбиком. Отрезаем ниточку и прячем. Прячем вдоль этого цвета. Вот. Одеваем шапочку. Будет просто так на ней лежать. Вот такой вот вид получится. Получается у нас пупсик, колокольчик благодаря шапочке и платьюшку. Можно связать и в виде другой этого цветочка. Там будет ромашка, например, там или еще что-то. Какое платье свяжете, так можете и назвать своего пупсика, там игрушку, куколку, да? Вот, а здесь у нас колокольчик. Вот, и волосики вы можете также, можно резиночкой собрать их, либо в кучку, вот, сзади, да, вот, либо 2 хвостика сделать просто, вот, если сильно они прям так не мешались. Вот, на этом наша куколка, пупсик-колокольчик, так называемый, готов. Надеюсь, что вам понравилось его вязать. Спасибо за просмотр. И удачного вам вязания!